Забастовка фермеров в Германии и Польше. Украина без электричества. Зачем путинцы бомбят оккупированную территорию и СМЕРШ возвращается. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. О чем таком договорились польские фермеры, о чем не смогли договориться немецкие. В последние годы нам, фермерам, пришлось пережить множество всевозможных сокращений. Нам раздавали приказы и постановления. И объявленное сокращение цен на сельскохозяйственное дизельное топливо стало переломным моментом. Эвакуация из Белгорода. Куда увозят российских детей? Проверяем своих специалистов, посмотрим место размещения детей, формируем группы и будем отправлять. Золотой глобус. Кто обделил Барби и за что хвалят Оппенгеймера? Cillian Murphy. This is Cillian Murphy's second nomination. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на нашу страничку. Давайте сделаем так, чтобы наше видео видело как можно больше людей. Поехали. Новая масштабная российская атака. Снова ночью оккупанты обстреливают мирные дома. Комбинированная атака с помощью крылатых и баллистических ракет, дронов и всего, что летает. Взрывы раздавались в Хмельницкой, в Харьковской области. Там из-под завалов достали 2 человек. Запорожье, Днепропетровская область. Там массовый обстрел Кривого Рога. Одно из попаданий пришлось в торговый центр. В Новомосковске россияне попали в маршрутку. Точнее, как пишет министр внутренних дел страны, ее перевернуло взрывной волной. Выбрались из нее 8 человек. В целом в городе 27 пострадавших, предварительно из них 5 детей. Воздушные силы отчитались о перехвате 18 ракет из 51. В то же время отмечают уменьшение количества целей. Большое количество было баллистических ракет. Такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такими как Патриот. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбития. Процент остается как и был. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил в Телеграм, что атакованы объекты критической гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Но, как чаще бывает в последнее время, обстреливая Украину, оккупанты не забывают и по себе пострелять. И это похвальная тенденция. В Луганской области российский самолет уронил авиабомбу на Рубежное. Снова нештатный сход боеприпаса и снова на город. Об этом пишут в соцсетях сами оккупанты, но, говорят, никто не пострадал. В Россию возвращаются отряды СМЕРШ, смерть шпионам. Об этом пишет британская разведка в очередном отчете. Такое подразделение существовало в СССР в 1941-1946 годах. Организовал его Иосиф Сталин для борьбы со шпионами во время Второй мировой войны. В открытых источниках с начала января появляются фотографии оперативников с такими нашивками на спине. Пока не ясен функционал и задачи подразделения, только то, что оно вроде как существует. Можем также сделать вывод о том, что российские власти продолжают проводить параллели в информационном пространстве со Второй мировой войной. 400 населенных пунктов в Украине остались без света из-за снежного циклона. Сложнее всего в центре страны. В Днепропетровской области 200 населенных пунктов без электричества. Минэнерго пишет, что в Кировоградской области обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях 58 и 54 соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области. Но в то же время в министерстве не прогнозируют отключения по графикам, хоть и температура в ближайшие дни может опускаться до минус 25 градусов, да и снегопады еще не закончились. Белгород продолжает эвакуацию. Сейчас 300 человек уже покинули город. Еще более 1000 детей планируется отправить в школьные лагеря по всей стране. Доброе утро, дорогие друзья. За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей города Белгорода в загородные школьные лагеря в другие регионы. Созвонился со своими коллегами-губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областями. Все не готовы нам оказать помощь. Сейчас отправляем своих специалистов, посмотрим место размещения детей, формируем группы и будем отправлять. В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина,
и Карачанского района находится около 300 жителей города Белгорода, которые приняли решение временно переехать. Население Белгорода теоретически почти 360 тысяч, поэтому пока эвакуацию сложно назвать массовой. Фермеры в Германии перекрывают федеральные трассы. Протест начался и там. Около 700 тракторов участвуют в забастовке. Требуют они вернуть льготы, отмененные в прошлом году решением правительства. Такие меры, по заявлению министров, необходимы для сохранения в бюджете около полумиллиарда евро. Но сами фермеры говорят, что дело не только в этом, еще и в повышении дорожного налога и цены на дизельное топливо. В последние годы нам, фермерам, пришлось пережить множество всевозможных сокращений. Нам раздавали приказы и постановления. И объявленное сокращение цен на сельскохозяйственное дизельное топливо стало переломным моментом. Общее недовольство наконец-то вырвалось наружу и вылилось в эту демонстрацию. Мы слышим от многих людей, которые поддерживают этот протест, будь то ремесленники или транспортные компании. У нас не только налоговые проблемы в фермерской отрасли, но и проблемы с экологией и защитой животных. Для нас это не проблема, мы с удовольствием этим занимаемся. Но то, что от нас требуется, непомерно, и это большая проблема, с которой мы столкнулись за последние 2 года. К сожалению, так больше продолжаться не может. Протестующие перекрыли 4 автобана. К Бранденбургским воротам в Берлине стягивается техника. Фермеры пообещали перекрыть основные транспортные и логистические маршруты до понедельника следующей недели. Немецкое правительство перед утверждением бюджета внесло такие изменения и вроде как идет навстречу протестующим. А польские фермеры разблокировали один из пограничных переходов. Польские власти пошли на все условия протестующих и подписали с ними договор. Переход в Медыки блокировался с 23 ноября с коротким перерывом на новогодние и рождественские праздники. Необходимы значительные меры регулирования. Мы понимаем необходимость помочь Украине. Польша и поляки делали и продолжают делать это. И в то же время мы хотим, чтобы были введены определенные правила, связанные с определенными квотами, которые бы определяли допустимый объем различных товаров, которые могут повлиять на европейский рынок. Я напомню, что речь идет пока только об одном переходе, который блокировали польские фермеры. По поводу остальных переходов переговоры продолжаются. С украинской стороны, по заявлениям замминистра инфраструктуры, сделано все возможное, и дело за польской стороной. К слову, после утреннего обстрела территории Украины в Польше введены, цитирую, соответствующие механизмы защиты территории страны. Об этом в Твиттер пишет оперативное командование вооруженных сил Польши. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Ситуация постоянно контролируется. Цены на нефть резко упали на 1%. Все из-за того, что Саудовская Аравия снизила цену, и страны ОПЕК начали добывать больше. Спрос действительно падает, и на фоне этого эксперты не ожидают политического обострения на Ближнем Востоке. Снижение Сауди Арамко своих февральских ОСП усиливает слухи о слабом спросе. Напряженность вокруг Красного моря является единственным противовесом, хотя и относительно слабым и периодическим, ценам на сырую нефть, которые поддаются давлению к снижению из-за ожиданий смягчения глобального спроса и роста запасов. Мир в ожидании развития событий. Цена на нефть влияет на цены на топливо, и иногда они даже снижаются вслед за ценой за баррель, как это, к примеру, было в конце прошлого года в Украине. Оппенгеймер получил «Глобус», а Барби наградили за кинематографические и кассовые достижения. В Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения «Золотой глобус». Лучшим режиссером стал Кристофер Нолан за «Оппенгеймера», он получил эту награду. Киллиан Мерфи за главную роль в этом же фильме получил лучшего драматического актера. Даже Билли Айлиш удостоена премии за песню к фильму «Барби». Cillian Murphy. This is Cillian Murphy's second nomination and first.
спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. И в принципе важна любая ваша реакция. На этом все, до скорой встречи и хороших вам новостей.